Знаете, что самое неприятное в прокрастинации? Это не то, что вы не делаете. Это чувство, с которым вы живете, когда это происходит. Ощущение, что время утекает сквозь пальцы, и вы ничего не можете с этим поделать. Вот вы сидите с кружкой чая, смотрите сериал, а в голове, как дамоклов меч, висит мысль. Надо было сделать это еще вчера. И это не про лень. Лентяй, как писал в своем словаре Даль, отвращается от труда. Он не хочет работать и не переживает по этому поводу. Прокрастинатор же, в отличие от лентяя, не отдыхает. Он постоянно думает об отложенных делах. Он расходует энергию на пустые переживания, чувство вины и самобичевания. И в этом состоянии он как будто парализован. Сегодня мы разберемся, почему так происходит. Мы перестанем бороться с прокрастинацией и попробуем услышать себя. А когда поймем, что происходит, вы сможете по-настоящему начать двигаться вперед. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Пашник, и вы на канале «Психологика человека». Что же на самом деле происходит? Представьте себе одну и ту же задачу – пройти по деревянной доске. Если эта доска лежит на земле, вы легко по ней пройдете. А если ее перебросить между двумя небоскребами, вы будете парализованы страхом. И хотя само действие пройти по доске не изменилось, вы ничего не будете делать. Так и с нашими делами. Мы часто предполагаем, что некоторые задачи не отнимут много времени. Но когда дело доходит до них, мозг включает защитный механизм. Он борется не с самой задачей, а с тем беспокойством, которое она вызывает. Ведь за этим беспокойством может скрываться все, что угодно. Например, страх неудачи. Если у меня не получится, то что обо мне подумают? Или страх успеха. Если у меня получится, то мне придется поддерживать этот уровень и дальше. А вдруг я не смогу? Там может прятаться перфекционизм. Если я не сделаю идеально, то лучше и не делать вообще. Также может отпугивать неясность. Я не знаю, с чего начать, мне кажется, это слишком большая задача, непонятная, я не справлюсь. Удивительно, но там прячется порой даже просто скука. Это неинтересно, и я не вижу в этом смысла. И самое главное, мы часто ждем особого состояния, вдохновения или мотивации. Но это заблуждение. Это состояние возникает не до, а в ходе работы. То есть главное – начать. Но как же понять, что именно является вашей личной причиной прокрастинации? Я дам вам один простой, но весьма интересный инструмент. Он не заставит вас что-то делать, но он подарит вам ясность. А это уже, как говорится, половина победы. Чтобы что-то отремонтировать и изменить, надо сначала увидеть причину поломки. Я предлагаю вам один простой прием, который за 3-5 дней покажет вам, какой из факторов управляет вами. Эта техника называется дневник прокрастинации. Просто заведите заметку в телефоне или блокнот, и каждый раз, когда откладываете что-то, запишите 3 пункта, а точнее ответьте на 3 вопроса. Первое. Что я отложила? Например, звонок клиенту. Второе. Какая мысль или эмоция всплыла первой? Например, я боюсь, что он, клиент, будет недоволен. Третье. Какую мгновенную выгоду я получила? Например, облегчение, потому что не надо переживать это прямо сейчас. Через несколько дней такого самонаблюдения вы получите ясную картину ваших личных триггеров. Вы увидите, что за вашей прокрастинацией стоит либо страх, либо скука, либо какая-то ваша причина. И вы поймете, что именно вам нужно менять. Давайте прямо сейчас соберем такой мини-план первых шагов. Сегодня выберите одну задачу, которую вы откладываете. Спросите у себя, почему я откладываю, что за этим кроется и какая вторичная выгода в этом есть. Используйте дневник прокрастинации, чтобы понять настоящую причину. И в конце, самое главное, простите себя за все вчерашние завтра и похвалите за то, что сделали сегодня. И помните, прокрастинация не определяет вас. Это просто ваша психика, которая пытается защитить вас. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк и спасибо, что были здесь сегодня. До встречи!